Всем доброго времени суток! Вы на канале «Ну что, свяжем?» Я Оля. Мой канал об узорах крючком. Рада приветствовать новичков, гостей на своем канале, а также своих постоянных зрителей, подписчиков, подписчиц, мастеров, мастериц. Я сегодня к вам вот с такими интересными, яркими весенними ниточками и с новым узорчиком. Напоминаю, что вы берете пряжу любую, какая у вас есть, все узорчики универсальные, пробуйте. Одни и те же узорчики по-разному смотрятся из разной пряжи, поэтому берите свою пряжу, летнюю, демисезонную, зимнюю, пробуйте, вяжите. Вы большие дизайнеры, вы молодцы. Ну, а я в свою очередь остановлюсь на ниточках, с которыми сегодня работаю. У меня, смотрите, это Alize Angora Gold. Идем дальше. В моточке 100 грамм, в 100 граммах 550 метров. Что это за ниточки? Смотрим. Это 80% акрил, 20% это шерсть. И крючок, смотрите, нам советует производитель от 2 до 4. Пока не забыла, сразу называю вам цвет. Цвет 117. Вот такая вот интересная молодая травка. Ну, на камеру передается чуть поярче. То есть он более ближе к салатово-нежно такому зеленому цвету. Вот, я беру крючок номер 3, потому что данную пряжу я вязала крючком номер 3. В принципе, меня все устраивает. Вы точно так же берете свою пряжу. Так? Читаете аннотацию, что вам рекомендует производитель по поводу крючка. Ну, а также подбираете согласно вашему узорчику. Хотите его сделать более воздушным, берете более толще крючок. Более плотным, берете более тоньше крючок. Вот, чтобы у вас все получилось. Ну что, свяжем? Итак, раппорт сегодняшнего узорчика равняется 5 петелек. Давайте я наберу, например, 6 раппортов. Это получается 30 воздушных петелек, да? И одну петельку специально, чтобы узорчик красиво ровненько закончился. Итого будет у меня 31 воздушная петелька. Ну, а вы в свою очередь набираете, сколько вам будет удобно. Все как всегда. Вначале делаем петельку фиксации. При наборе далее петелек, да, мы ее петельку не считаем. Теперь я набираю 31 воздушную петельку. Поехали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 и 31. Вот. Это мой будущий образец. Далее смотрите. Я делаю одну воздушную петельку. Отсчитываю от крючка вторую петельку. 1, 2. Делаю накид. Во вторую петельку аккуратненько ныряю, вытягиваю ниточку и все 3 петельки провязываю вместе за один раз. Оп, полустолбик с накидом. Накид. В следующую петельку цепочки точно так же ныряю, вытягиваю ниточку и все 3 петельки провязываю за один раз. Оп. И так далее. Я буду шагать вот до конца ряда, провязывая полустолбики. Вы точно так же шагаете до конца ряда. Можете провязывать, как я, полустолбики с накидом. Можете провязывать столбики полные, да, с накидом. Можете столбики без накида, то есть как вам более удобно. Но новички, обязательно провяжите столбики, потому что в воздушных петельках, как показывает практика, вы запутываетесь, так? А в столбиках точно не запутайтесь. Опытные мастера могут тоже также провязывать столбики, полустолбики для начала, либо же приступать непосредственно сразу к узорчику. Итак, кто провязывает? Самое главное, контролируйте. По итогу количество столбиков или полустолбиков должно быть равно столько петель, сколько у вас петелек в цепочке. Поняли, да? Если я набрала 31 воздушную петельку, у меня получается 31 полустолбик. То есть ничего сложного. Все, и вы точно так же провязываете самостоятельно до конца ряда. И в конце ряда встретимся. Договорились? Давайте, у вас получится. Так, смотрите, вот мои полустолбики готовы, да, у вас могут быть полустолбики, могут быть столбики. Приступаем теперь к узорчику непосредственно. Для начала 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Поворот, накид. И сюда же, в верхушку этого же столбика, провязываем 2 столбика с накидом. 1 столбик с накидом, накид. И сюда же опять вернулись, вытянули ниточку и опять провязали столбик с накидом. Поняли, да? Вот такая картина. Далее. 1 воздушная петелька, накид. Пропускаем в столбиках 4 столбика. 1, 2, 3, 4. В 5 нырнули и провязали здесь 4 столбика с накидом. 1. Сюда же провязываем 2. Сюда же в этот же столбик провязываем 3.
И сюда же, в этот же столбик, провязываем 4. Угу. То есть вот такой вот интересный веерочек. То есть в самом начале мы провязали всего лишь только 2 столбика от этого веерочка. Ну а 3 петельки подъема будут у нас как кромочные. Опять делаем воздушную петельку. Пропускаем 4 столбика. Раз, два, три, 4. И в 5-й столбик точно так же провязываем 4 столбика с накидом. Раз столбик с накидом, сюда же. 2 столбик с накидом, сюда же. 3 столбик с накидом и 4 столбик с накидом. И вот так вот получается вы шагаете до конца ряда. Вот такой вот веерочек, воздушная петелька, веерочек, воздушная петелька, веерочек, воздушная петелька. А в первом, получается, в нашем ряду пропускаете по 4 столбика. Несложно, да? Давайте самостоятельно до конца ряда, а в конце ряда я вас встречу. Давайте, у вас получится. Так, вот наши веерочки ровненькие, аккуратненькие, практически готовы. Как мы заканчиваем наш ряд? Вот наш последний веерочек, воздушная петелька после него. И пропускаем точно так же 4 столбика. Раз, два, три, 4. И вот там, где у нас петелька подъема была предыдущего ряда, ныряем в нее и провязываем 2 столбика. Это половинка веерочка. Да? Из 4 столбиков мы провязываем только лишь 2. И заканчиваем наш ряд столбиком с накидом. Он будет у нас как кромочный. Да? У нас были в начале ряда 3 петельки подъема. Так? И закончили мы, получается, столбиком с накидом. Все, ровненько, аккуратненько. Далее, смотрите внимательно, делаем 2 воздушные петельки. Раз, два, петельки подъема. Поворот. Теперь будьте внимательны. Накид. Ныряем вот в эту арочку, которая между веерочками, нырнули в нее, вытянули ниточку, провязали 2 петельки, стоп, держим на крючке. Накид. Еще раз нырнули в арочку, вытянули ниточку, провязали 2 петельки, стоп, держим на крючке. И третий раз точно так же. Накид. Нырнули, вытянули, провязали. И когда у нас на крючке здесь в данном случае будет 4 петельки, да, только тогда мы, получается, смотрите, провязываем 3 петельки, 2 петельки на крючке и 2 петельки. Угу. Идем дальше. Воздушная петелька. Опять возвращаемся в эту же арочку и провязываем 2 столбика с накидом. Раз столбик с накидом и сюда же 2 столбика с накидом. Такая картина. Теперь смотрите. Воздушная петелька, накид. Возвращаемся в эту арочку. Накид провязываем 2 петельки. Накид второй раз точно так же провязываем 2 петельки. Накид точно так же провязываем 2 петельки 3 раза. И держим на крючке, не провязываем. Накид. Перепрыгиваем полностью весь наш веерочек в следующую арочку. И точно так же провязываем. Раз, два, 3. И у нас получается 3 петельки от этих 3 столбиков, 3 петельки от этих 3 столбиков и петелька, которая была на крючке. Понятно? Берем петельку и провязываем все наши петельки до 2 петелек на крючке. А теперь 2 петельки вместе провязали, зафиксировали. Вот такая картина получается. Несложно. Воздушная петелька. И опять сюда же в арочку провязываем 2 столбика с накидом. Раз, два. Понятно? То есть получается в начале ряда мы провязали половинку вот такой вот рогаточки, которая наоборот. Дальше опять провязываем воздушная петелька. Точно так же будем набирать, провязывать 3 столбика в эту арочку и 3 столбика в следующую арочку. Итак, нырнули 2 петельки, стоп, накид, нырнули 2 петельки, стоп, накид, нырнули, провязали 2 петельки, стоп, держим на крючке. Накид, перепрыгиваем наш веерочек в следующую арочку. Нырнули, провязали, стоп. Накид, нырнули, провязали, стоп. Накид, нырнули, провязали, стоп. И теперь только, да, мы провязываем, получается, все наши петельки до 2 петелек, оп. И потом 2 петельки провязываем вместе. Понятно? Все, вот такая вот картина получается. По итогу получится очень красиво, так? Воздушная петелька и опять 2 столбика, вот такая вот рогаточка из, получается, пышных столбиков. Опять 2 столбика, рогаточка, 2 столбика, рогаточка, и вот так вот шагаете до конца ряда. Угу. Давайте самостоятельно, в конце ряда я вас встречу. У вас получится. Так, смотрите, что у нас по итогу получается.
Вот такая вот картина. И как мы заканчиваем наш ряд. Вот наши 2 столбика мы провязали вот в эту арочку. Воздушная петелька. И теперь смотрите, накид. Ныряем в арочку, провязываем, получается, 3 неполных столбика с накидом. Так. А теперь смотрите, делаем накид. И вот там, где у нас был третий столбик, помните, 3 петельки подъема. Вот мы в третью петельку подъема ныряем, вытягиваем ниточку. Точно так же провязываем 2 петельки. И теперь все петельки, получается, на крючке провязали до 2 петелек. И 2 петельки зафиксировали. И на этом наш ряд закончен. Понятно? То есть получается точно так же, как мы начинали ряд. Далее 3 воздушные петельки подъема, поворот. И сюда же делаем накид, сюда же в верхушку, получается, этих столбиков провязываем 2 столбика с накидом. Раз, и сюда же 2. Далее воздушная петелька. Теперь переключаемся, вот там, где мы делали, получается, 3 столбика провязывали вместе с общей верхушкой. Вот мы в эту верхушку ныряем и провязываем 4 столбика с накидом. Раз, 2, 3, 4. Угу. Воздушная петелька. И опять перепрыгиваем, получается, вот там, где мы провязывали по 3 столбика, да, с одной стороны, с другой стороны, с общей верхушкой. Опять в верхушку нырнули и провязываем 4 столбика с накидом. Раз, 2, 3, 4. Понятно, да? И так далее шагаете до конца ряда. То есть, если внимательно посмотрите, то мы повторяем самый первый ряд. Поняли? Все, несложно. Давайте до конца ряда самостоятельно и в конце ряда встречаемся. Так, смотрите, вот мы опять практически до конца ряда провязали. И как мы заканчиваем ряд? Опять вот наш веерочек, воздушная петелька. Сделали накид. И помните, вот наши 3 столбика с одной общей верхушкой. Вот, тут у нас, помните, 2 петельки подъема было. Вот за верхушечку беремся и провязываем 3 столбика с накидом. 2 столбика у нас получается от нашего веерочка, да, половинка веерочка. А третий это назовем, ну пусть кромочный, да, то есть в вязании крючком кромочных нету, ну пусть у нас вот так вот назовем его. Все, ряд закончен. Далее, что мы опять делаем? 2 воздушные петельки, поворот, и теперь повторяем точь-в-точь второй ряд наш. Накид, ныряем в арочку, вытягиваем ниточку, 2 петельки, стоп, накид, сюда же нырнули, 2 петельки, стоп, накид, сюда же нырнули, 2 петельки, стоп. Теперь все петельки провязали до 2 и 2 петельки вместе зафиксировали. Далее у нас идет воздушная петелька. Возвращаемся в арочку и провязываем 2 столбика с накидом. Раз, 2. То есть мы, если внимательно посмотрите, точь-в-точь повторяем наш второй ряд. Воздушная петелька и опять 3 столбика в эту арочку вернемся, 3 столбика в следующую арочку. Все, и получается с одной общей верхушкой. Раз, 2, 3. Держим на крючке. Накид. Перепрыгнули в следующую арочку. Опять. Раз, 2, 3. Все вместе до 2 петелек провязали. 2 петельки вместе зафиксировали. Воздушная петелька и опять сюда же провязываем 2 столбика с накидом. Все, ничего сложного. То есть вы повторяете второй ряд. Вы его уже провязали, вы уже умеете его вязать. Все, сам по себе узорчик 2 ряда. То есть вначале веерочки, да, потом вот эти перевернутые арочки. То есть наши 6 столбиков с общей верхушкой. Веерочки 6 столбиков, веерочки 6 столбиков, веерочки 6 столбиков до нужного вам размера. Угу. Вот, схемку я вам, к сожалению, не даю, потому что автор схемки запретил. Ну, а так для себя схематично в тетрадке мы написать можем, правильно? Так что схемка очень легкая. Для себя схематично составьте и контролируйте, вяжите. Вот, давайте увеличим наш образец на несколько рядочков, посмотрим, что в итоге получится. Я думаю, что получится шикарно. Все, встречаемся через несколько рядочков. Давайте. Так, смотрите. Вот, я провязала несколько рядочков. Вот так узорчик выглядит с одной стороны, да? Переворачиваем. Вот так он выглядит с другой стороны. Мне кажется, эта сторона более гладкая, так? А эта сторона такая вот интересно выпуклая.
То есть выбираете любую сторону, какая вам больше всего понравится, такая у вас будет и лицевой. Ну, либо у вас может быть изделие, где вы можете просто-напросто, не задумываясь, да, поворачивать, переворачивать данный, получается, узорчик. То есть это палантин, да, это может быть интересно из летних ниточек парео, это могут быть шарфики, это могут быть снудики. Ну, а также не забывайте о том, что данный узорчик хорошо будет смотреться в кофточках и кардиганчика. Ну и что он дырчатый, да? То есть интересные будут жилеточки. Под низ что-то для контраста одеть, и будет шикарно. Будет, наоборот, подчеркивать узорчик. Не забываем узорчик переворачивать. Не забываем узорчик переворачивать, да? То есть как вам больше нравится. Опять же, берите полиэфирный полипропиленовый шнур, вяжите сумочки. Ну, понятно, что с подкладом, да. Ну, или вот такие вот будут интересные авоськи. Опять же, летние пляжные сумки. Почему бы и нет, да. Вот, как вам узорчик. Если кто-либо что вязал данным узорчиком, рассказывайте, потому что мне кажется, что узорчик не новый, давно ходит в интернете, я его видела. Вот, если не вязали, подбрасывайте идейки. Что интересного можно связать, из каких ниточек, да. Опять же, можно одноцветные, можно разноцветные. То есть каждый рядочек можно разными ниточками, у вас получается остаточки ниточек хорошо идут. В моем случае, смотрите, как тянется. Вот так и вот так. В вашем случае может тянуться больше или меньше, да. То есть, смотрите, пробуйте, вяжите. Итак, давайте замерим. Если это моя пряжа, да, мой крючок, моя плотность вязания, то у меня вот сегодня это получается 14, вот видите, сантиметров. А тут получается вот как бы наши веерочки с пышными вот такими столбиками. 2 ряда. 2, 4, 6, 8, 10. И первоначальный наборный, да, 11. Так, это у нас получается, смотрите, 11 сантиметров. Вот, то есть шикарно, шикарно. Несложно, совсем не сложно. То есть пробуйте, бежите, обязательно у вас получится что-то интересное. И потом напишите в комментариях, что у вас получилось. Угу. Сохраняйте видео себе в плейлисты, посмотрите в удобное для вас время. Свяжите что-то интересное, делитесь с друзьями, с подружками в соцсетях. Вяжите с удовольствием. Всем ровных петелек. Пока-пока.